Даже смерть – это не конец. Никола Тесла. Все, абсолютно все в нашей жизни – это энергия. Все мы рождены энергией. Об этом нам говорили все ученые мира и всеми известный великий ученый Никола Тесла, о котором сегодня пойдет речь в нашем видео. Канал Табу Искатели Паранормального представляет. Скажите, что может сказать Никола Тесла об ЭГФ, электроголосовой феномен? Что он может об этом сказать? Как говорил Тесла, после смерти мы не исчезаем, ведь наша душа и наше сознание – это энергия, а энергия – это двигатель Вселенной. Если вам стало интересно, тогда досмотрите это видео до конца. Что есть мы? Все вы знаете, что до того, как появилась Вселенная, галактики, наша планета Земля и даже мы, произошел мощный, не поддающийся объяснению взрыв, который и сформировал в дальнейшем все то, что мы сейчас называем космосом. Этот колоссальный и не поддающийся объяснению взрыв породил абсолютно все, а нам только остается гадать о том, кто его породил. Скорее всего, мы никогда не узнаем о том, что было до Большого взрыва, но с большой уверенностью я могу сказать о том, что все это дело рук Творца, которого мы с вами называем Богом. Мы с вами даже вообразить не можем, насколько большое количество энергии было сформировано в одной точке, чтобы произошел взрыв и появился космос. Вы никогда не задумывались о том, что структура Вселенной и нейрон головного мозга человека очень схожи? Взгляните на две эти картинки. Слева это микроскопическое изображение нейрона головного мозга, а справа крупномасштабная структура Вселенной. Так вот, вы не находите это очень интересным? Просто задумайтесь. Я об этом говорил неоднократно. Скорее всего, мы являемся частью огромного организма, который, скорее всего, и есть Бог. Бог создал человека по своему облику и подобию. А что если в каждом из нас тоже существуют такие же вселенные? Вы никогда об этом не задумывались? Просто еще раз взгляните на эти две картинки. Так, я немного отдалился от темы. Так вот, все мы являемся частью невероятной энергии. Энергия движет всем, что есть в нашем мире. И Вселенной, и нами, и управляет нашим мозгом. Если не будет энергии, не будет нас. Энергия нас окружает повсюду. Все, что вы видите вокруг себя, предметы, окружающий мир, ваши животные, вы и даже камень, лежащий на улице у ваших ног, состоят из энергии. Проще говоря, все вокруг нас состоит из атомов. Это микроскопические частички, из которых состоят элементы. Атомы беспрерывно движутся, и в зависимости от того, как они соединятся, какое будет их положение и форма, с этого и будет строиться тот или иной предмет или объект, или же живой организм. Атомы находятся в бесконечном движении, а их структура – это энергия. Взгляните на это видео. Так движется атом. Очень напоминает движение планет вокруг своего светила. Вернемся к нейронам головного мозга. Нейрон схож с нашей бесконечной Вселенной. А что если все-таки есть конец Вселенной? Или же другие такие же Вселенные? В головном мозге человека расположено 90 миллиардов нейронов, и все они связаны друг с другом. И что получается? Если наша Вселенная – это всего лишь один нейрон, и он находится в каком-то организме, то получается есть еще 90 миллиардов таких же Вселенных, в которых есть копии нас, если мы сделаны по образу и подобию Творца. Есть над чем подумать. Сон.
Вы когда-нибудь задумывались о том, почему нам снится тот или иной сон? Да, многие из вас скажут, что мозг рисует картинки, которых никогда не существовало. А что если сон – это реальность? Но та реальность некая, параллельная вселенная, где мы проживаем другую жизнь. А, например, реальность нынешняя, в которой мы сейчас живем, это сны уже тех нас, которые живут в параллельной вселенной. Интересно, есть над чем подумать. Если ты тоже задумался, жми лайк под этим видео, подписывайся на наш канал Табу Искатели Паранормального. Ну а если подпишешься на наш телеграм-канал, то цены тебе не будет. Ученому Никола Тесла идеи приходили во сне, и все свои гениальные открытия он черпал во сне. Он просыпался и мог полностью спроектировать то, что увидел. Кто ему дал такие знания? Правильно, тот, в организме которого мы с вами находимся. Это Бог. И теперь только задумайтесь о том, какие знания нам дадут в будущем. Да что там говорить, ходит немало слухов о том, что Никола Тесла изобрел машину времени и многие другие гениальные изобретения. Но понял, что человечество к этому не готово, и уничтожил чертежи. Я хочу сказать о том, что в нашем мире возможно все. Прибор. Приведу вам пример. Прибор, с которым мы сегодня с вами будем работать, называется Ghost Box. Призрачная коробка. С помощью данного прибора мы связываемся с потусторонним миром. Вы ведь уже знаете, что душа – это энергия, а все то, что она пережила, находясь в человеке и физическом теле, имеет информационную память. Так вот, с душой реально можно выйти на контакт, что мы и практикуем уже 7 лет. Я никогда в жизни не мог подумать, что буду заниматься феноменом электронного голоса, но так получилось, что мы теперь делимся с вами своими наблюдениями в этой сфере. Данный прибор мне тоже приснился, и когда я проснулся, я сделал небольшие зарисовки и схемы, как его собрать. Ну а теперь делюсь этим с вами. Верить в это или нет – дело каждого. Я никогда не призывал вас и не заставлял вас верить. Но знайте только одно, что даже Никола Тесле раньше не верили, а теперь мы пользуемся тем, что называется электроприборы. Поэтому верить или не верить в это – дело каждого. Я приведу вам небольшой пример. Взять, к примеру, лампочку. Для меня она существует, так как я могу прикоснуться к ней, как-то взаимодействовать, а для вас она не существует. Она для вас картинка, так же, как и все остальное. Даже я, по сути, для вас не существую. 99,9% людей меня никогда не увидят вживую. Так получается, меня не существует? Или я все-таки существую? Взять, к примеру, наш прибор для связи с потусторонним миром. Многие из вас, кто смотрит это видео, не поверят в него. Так же, как и не поверят в то, что этот прибор вообще может. А почему? Может, потому что вы не осознаете его существование? И я не виню вас за это, просто все, что создано в этом мире, скорее всего, симуляция. Или нет? Приведем в пример искусственный интеллект. Мы все верим в него, и каждый из вас, я уверен, хотя бы один раз генерировал какую-нибудь красивую картинку, но по сути то, что вы генерировали, не существует. Тогда создается вопрос, а мы с вами существуем или нет? Да, вы можете сказать, что я несу бред, но давайте вернемся хотя бы на 10 лет назад. Что если бы вы сказали бы своему другу, что будет такая штука, как искусственный интеллект, и то, что она будет уметь? Даже думать за нас она будет. Ваш бы друг, скорее всего, покрутил бы у виска и назвал бы вас дурачком. Так о чем я хочу сказать? Пройдут десятки, сотни лет, и этот прибор будет для вас обыденностью. Он будет нормой. Придумает что-то новенькое, о чем мы сейчас не подозреваем. И опять же, в него никто не поверит. А спустя время
начнет приходить осознание, и все в это поверят. Итак, приступим ко второй части нашего видео. Мы никогда не можем быть уверены на 100% в том, кто или что приходит к нам и говорит через это устройство, вне зависимости от времени и суток. Поэтому мы призываем вас, как зрителей, использовать свое собственное критическое мышление и прийти к собственному выводу о том, кто нам отвечает, кто нам оставляет ответы, духи это или бесы. У каждого своя точка зрения, и мы считаем, что каждый имеет право на свое мнение. Вот почему мы призываем вас посмотреть это видео непредвзято и сообщить нам в комментариях свое мнение. И да, друзья, на канале напротив кнопки «Подписаться» есть колокольчик. Не забывайте на него нажимать, чтобы получать уведомления о новых видеороликах. Мы знаем, что многие на него не нажимают, но это очень важно. Сейчас хочется сделать небольшое отступление. У нас есть канал в Яндекс.Дзен, и мы очень хотим собрать там 100 тысяч подписчиков. На Яндекс.Дзене мы публикуем то, что не выходит на основном канале. Это интересные статьи, новости, паранормальные видео и различные материалы на эту тему. Мы вас также очень ждем там, и да, тем более сейчас в новостях пишут о том, что YouTube замедлит, и там будет все в ужасном плохом качестве, и видео будет смотреть невозможно. А на Дзене видео будут в хорошем качестве, и, ребят, если вам не сложно подписаться на наш Яндекс.Дзен, подписывайтесь, и, скорее всего, это видео выйдет там раньше, чем на YouTube. Мы вас просто предупредили для того, чтобы вы не потерялись. А также недавно в Дзене появился колокольчик, который нужно тоже нажать при подписке. Так вы всегда будете получать уведомления о новых публикациях. Если же вы подписаны, то тоже не забывайте нажимать на колокольчик на Яндекс.Дзен. Итак, Никола Тесла всегда говорил о том, что наша душа – это энергия. Поэтому с помощью данного прибора Ghostbox мы сейчас попробуем связаться с потусторонним миром, с энергетическими потоками тех, кто нам поможет ответить на наши вопросы. Обязательно досмотрите это видео до конца, чтобы не упустить что-то важное. Скажите, пожалуйста, мы можем связаться с вибрациями энергетического потока, которые принадлежат Никола Тесла? Да. Никола Тесла говорил о том, что никто не умирает, а наша душа, как и все во Вселенной, это энергетический поток, и он сохраняется после нашей смерти. Это действительно так? Скажите, пожалуйста, Никола Тесла сейчас рядом с нами? Пришел. Он может ответить нам на наши вопросы через вибрации электроприбора Ghostbox через вас.
Рядом. Мгм. Да. Скажите, что увидел Никола Тесла после своей смерти? Он говорил о том, что мы остаемся в этом мире как энергия. Это так? Скажите, что может сказать Никола Тесла об ЭГФ, электроголосовой феномен? Что он может об этом сказать? Этот метод эффективный? Не понимаю. Наши зрители хотят знать, на каких частотах мы с вами общаемся через прибор. Скажите, в будущем человечество создаст более усовершенствованные приборы для связи с миром мертвых? Где находится душа после смерти, по опыту Никола Тесла? Душа или да? Никола Тесла утверждал, что во Вселенной есть другие миры и планеты с такими же, как мы. Это может быть реальностью. Да? Да. А поподробней?
как можно, по мнению Никола Тесла, усовершенствовать наш прибор для более лучшей связи? Что нам добавить для нашего прибора? Энергия, которая исходит от духов, может ли она менять судьбы людей? Да, не всегда. Еще раз. К примеру, если умер чей-либо родственник, он может как-то повлиять на будущее оппонента. Все. Ну, вообще, по идее, почему говорят родовая защита? Там род заступается, да, там за родственников, за ныне живущих людей, нынешнее поколение, за детей и так далее. Это получается, что род — это твои предки, которые уже, как говорится, ныне покойные. Поэтому да, души ныне покойных предков, родственников, да, они могут влиять на судьбы и жизни людей, которые живут, и предупреждать их об какой-либо опасности. Что нужно сделать, чтобы человек, не владеющий ЭГФ, мог связаться со своим умершим родственником? Наша связь с загробным миром четко проходит через энергетические потоки до вас. Да, да, четко проходит. Скажите, пожалуйста, мы вас не сильно потревожили? Мы вас благодарим за ответы, которые вы нам предоставили, и мы вас отпускаем от своей воли. Ну а если это видео соберет 10 тысяч лайков, мы снимем для вас продолжение данного сеанса и зададим более интересные вопросы. Поэтому не проходите мимо, друзья, и не забывайте посмотреть вот эти видеоролики. Возможно, кто-то из вас их не видел. Всем спасибо и до новых встреч!